Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кей-поп. У группы Idol наконец-то вышел новый трек. Песня называется «Моно». Это пока что не какой-то альбом, это, как понимаю, цифровой сингл. Причем забавно, что эту песню написала Ни Сойон. Посмотрим, вдруг что-то поменяется в, не знаю, в песнях, в композиции, в музыке, в мелодии и так далее. Хочется, чтобы что-то поменялось уже, на мой взгляд, по крайней мере. Но вопрос в том, в ту ли сторону. Ладно, перед началом реакции, как обычно, всем скажу спасибо, всем, кто меня смотрит, это очень приятно. Если вы еще не подписаны, подпишитесь, мне будет очень приятно, еще более приятно. Ну, поставьте лайк хотя бы или откомментируйте, тоже неплохо. Ну, а самая большая моя благодарность, конечно же, уходит спонсорам на Бусти, которые меня поддерживают. Это Денис Илья Просин, Горш, Евгений Ерин, Анастасия, Гага Тун и, разумеется, остальные замечательные люди, которых в конце будет такой списочек. Ну что, готовы послушать песню «Моно» из нового цифрового сингла «Моно»? Я лично готов. 3, 2, 1, поехали. Ничего себе, бочка врубилась. Это а-ля Crazy, что ли? Помню, был такой черно-белый клип. Кстати, неплохое начало. Не сильно похоже, всегда на предыдущие релизы Idol, но это хорошо, пожалуйста. Это у них, по-моему, на фите, если ничего не путаю. Я, правда, мало что разбираю с того, что он поет кто-то. Это вот, видимо, это девушка, не девушка, не знаю. Ой. Что-то в стиле, видимо, и Snowmatic и Black or White, я не знаю. Тут не уже Left и Right, Straight or Gay. Я вспомнил просто песню Equal Rights от The Lonely Island. Крис симпатичный. Ой, мир расцвел. Господи, вы запарились с этим How to Identify. Нет, это чушь. Ой, ну дожили, типа Idol делает просто поездочные песни. Сама мелодия по себе нормальная. Ничего такого особенного, в принципе, симпатично даже. Но эту песню писали и по тексту, и поэтому, и по всякие американцы, европейцы. Ничего удивительного. Мне просто несколько обидно, что именно в эту повесточку такой чистой воды, прям неприкрытую, лезет Idol. Ну, потому что это не песня не с намеками, не с акцентами. Это просто песня прямая. Давайте посмотрим ее текст. Моно, да, называется, Idol. Надо было, кстати, посмотреть и все, и не париться. Ты-ты-ты-ты-тин, The Play. Это все не важно. Ты всего добьешься. Ты справа или слева, с запада или с востока, гей или не гей, каждый день и каждую ночь, танцуй под свой настоящий вайб, опусти эффекты и так далее. Ну, в принципе, посыл обычный, посыл нормальный, человек любивый, ты разный, ты замечательный. Но в конце это чушь насчет, типа, как ты себя идентифицируешь, я себя идентифицирую как то-то и то-то, типа, такой черт это нужно, я не понимаю. Что это за чушь такая, да...
Теперь это еще и в кей-попе, ёлы-палы. Спасибо большое. Давайте мы не будем вот это вот «я себя идентифицирую» и так далее. Я себя идентифицирую к мужчине, потому что таким родился. Я понимаю, это такая контроверсивная штука, но это как раз одна из тех вещей, которые меня несказанно раздражают, особенно когда мне это пытаются втюхать вот так вот прям напрямую. Типа, на, кушай. Я этого, блин, как будто не накушался еще в голливудских фильмах или там в сериалах и так далее, из-за чего я сейчас там стараюсь поменьше что смотреть. Не то, что стараюсь, просто не особо хочется. Сериал вообще запаузил, потому что там местами прям полная беда за редким исключением. Ну и в кино тоже творится черт знает что. Все еще до сих пор, да. И какая-то чушь страшная. Но песня, нормальная. Нормальная, нормальная. Это не то же самое, что вот... А что такое Skywalker? Skywalker. Water. Окей. Ну понятно. Ну, конечно же, конечно. Тайлер Райан, Ли Джордан Брукс, также известный как Skywalker или Sky, британский музыкант, рэпер и продюсер из Ноттингема. Музыкант идентифицирует себя как небинарная персона, использует местоимение «она» и «но». Идите вы нахер с этими... Еще и в кей-поп мы лезете. Просто идите нахер сразу. Не хочу второй раз смотреть. Я категорически против таких тупых посылов в кей-попе. В Штатах, в американской музыке, да пихайте, сколько вам влезет, бога ради. Никто вам не запретит, это ваша музыка. Я ее поэтому не слушаю. Мне этой чуши здесь не хватало. Вот просто здесь мне этого не хватало. Если вы снимаете фильм про то, что все равны, фильм, точнее, клип, да, пожалуйста, бога ради, все равны, безусловно, кто ж спорит с этим. Блин, реально, я пойду послушаю песню Kill Rights из фильма «Попстар Never Stop, Never Stopping». Она, как минимум, по крайней мере, смешная, ну и по мелодии она, честно говоря, повеселее, конечно. А вот это вот небинарное, кем ты себя идентифицируешь, я себя идентифицирую как человек, которого задолбала повесточка в современном мире, и которого особенно она бесит в последних многих релизах Idol, но теперь они еще в эту сторону пошли. Вот прям в эту сторону пошли. Закончилась группа, есть такое ощущение, серьезно. Ладно. Есть у группы Idol и хорошие песни. Правда, вышла хорошая, последняя, примерно с Хва, по-моему. Вот это была, по-моему, хорошая последняя песня. Прям классная, замечательная. После этого были удачные релизы, менее удачные релизы. Это тупо отработка повестки. Все, больше здесь в этой песне ничего нет. Здесь нет личности с Сайон. Опять-таки, иногда мне кажется, что даже к хорошему это, что Сайон сейчас не особо пишет музыку. Не всегда пишет музыку, потому что у нее как-то все одинаково получается. Но вот здесь лучше бы она что-то сама написала, серьезно. Они просто не оттарабанили то, что нужно для американской аудитории. Работа на американский рынок. Спасибо большое. Ладно, все. Всем спасибо, всем пока. Надеюсь, комментариев типа «какой ты дурак и не понимаешь, и не лечишься, и вообще не прогрессивный» будет не очень много. Хотя если будет, бога ради, все равно оставляйте. Все равно оставляйте. Любой комментарий важный. Стрейт вы, гей вы, бинарный, не бинарный, неважно. Всех нужно любить, безусловно. Просто пихать это, по-моему, не стоит. Пока. Turn the